Hola amigos! Это видео про лучшие районы Буэнос-Айреса, а в конце видео я расскажу, как найти квартиру на долгосрок в Аргентине. Переезд в Аргентину – это не просто смена адреса, а целое приключение. И один из самых важных вопросов – в каком районе поселиться. Буэнос-Айрес многолик. Есть здесь и элитные кварталы с небоскребами, и старинные районы, где каждый дом – это история, и тусовочные зоны, где жизнь кипит 24/7. Но есть и такие места, куда лучше не заглядывать. Сегодня разберемся, где лучше всего жить в аргентинской столице. И первый район – это Реколета, европейская элегантность и дорогой комфорт. Если представить, что Буэнос-Айрес – это один большой театр, то Реколета – это его VIP-ложа. Здесь все дорого, красиво и аристократично. Старые особняки с колоннами, аккуратные улочки, парки, где приятно гулять, и рестораны, где местные богачи попивают кофе с медиалуносом. Атмосфера чем-то напоминает Париж. Здесь элегантно, респектабельно, но не слишком шумно. Реколета – один из самых безопасных районов города. Здесь много камер, охраны, дорогих магазинов и университетов, а улицы выглядят так, будто их каждый день моют шампунем. Но, как и в любой элитной локации, цены на жилье кусаются. Если ваш бюджет позволяет, это отличный вариант для жизни, но тусовщикам здесь может быть скучновато, поэтому подумайте. Палермо – самый живой и модный район, но еще и самый русскоязычный. Если вы не любите тишину, а хотите жить в ритме большого города, то Палермо – идеальный вариант. Это самый большой район Буэнос-Айреса, и у него несколько лиц. Есть спокойная зеленая зона с парками и велосипедами, а есть Палермо-Сохо и Палермо-Голливуд, царство баров, ресторанов, модных магазинов и уличного искусства. Здесь никогда не бывает скучно. Уличные музыканты, дизайнерские маркеты, арт-галереи. Каждый день что-то происходит. Район молодежный, стильный и энергичный. Из минусов – шумные ночи и постоянно растущие цены. Впрочем, если вам нравится жить в центре событий, то лучшего варианта просто не найти. Но цены действительно кусаются. Что-то может стоить в Палермо на 10% дороже, чем в остальном городе. И третий район – Пуэрто-Мадейро. Роскошь, небоскребы, жизнь по-американски. Когда-то это был портовый район, полный складов и рабочих доков. А теперь здесь самая дорогая и элитная часть города. Здесь небоскребы из стекла и бетона, лучшие рестораны и самые дорогие квартиры в Буэнос-Айресе. Пуэрто-Мадейро выглядит так, будто его построили по шаблону современных мегаполисов. Широкие набережные, стильная архитектура, дорогие машины и ощущение, что ты вовсе не в Южной Америке, а где-нибудь в Майами, например. Район считается самым безопасным в городе, за порядком следят охранники, повсюду камеры, а живут здесь в основном бизнесмены и звезды. Ну, еще множество гостиниц с туристами. Но вот аргентинской души в Пуэрто-Мадейро мало. Это скорее финансовый оазис для тех, кто любит комфорт и не считает деньги. А четвертый и пятый варианты – это Кабалита и Бальванера. Они чем-то похожи между собой, удобные районы для спокойной жизни. Если вам хочется чего-то более сбалансированного, не слишком дорогого, но и не шумного, то Кабалита или Бальванера – варианты на ваш выбор. Это районы для тех, кто ценит комфорт, но не готов переплачивать за престиж. Здесь хорошая инфраструктура, есть много магазинов, школ, парков, метро, все под рукой. В Кабалита и Бальванера живут в основном коренные аргентинцы, поэтому можно прочувствовать настоящую жизнь Буэнос-Айреса без показушного лоска Реколеты или Палермо. Дома тут смешанные, есть и старые постройки, и современные жилые комплексы. В общем, это просто удобные районы для жизни без лишнего пафоса. Есть все самое необходимое, недалеко от центра, спокойно, безопасно и красиво. И давайте сдвинемся чуть ближе в центр. Монсеррат и Сан-Николас. Жизнь в самом сердце города. Любите историю и не боитесь суеты, туристической суеты, мошеннической суеты? Тогда центр – ваш выбор. Монсеррат и Сан-Николас – это сердце Буэнос-Айреса. Здесь находятся самые главные достопримечательности города – обелиск, Каса Росада, старинные площади и театры. Жить здесь удобно, транспортная сеть отлично развита.
Работа рядом, вся городская движуха в шаговой доступности. Но есть и обратная сторона. Район очень шумный, а туристов здесь столько, что иногда кажется, будто ты живешь в музее. Днем здесь кипит жизнь, а вот ночью могут встречаться сомнительные личности. Так что с безопасностью не все так однозначно, надо быть осторожным. Ну и я бы не рассматривал этот район для жизни, уж слишком там много суеты и движений. Следующий вариант — это Сан-Тельмо. Старый Буэнос-Айрес с душой. Если вам нравится атмосфера старых городов с узкими улочками, брусчаткой и антикварными лавками, то Сан-Тельмо — ваш район. Здесь кажется, будто время остановилось. Старые особняки, уличные музыканты, художники, рынки с винтажными вещами и невероятно атмосферные бары. Этот район любят творческие люди, фотографы, художники, музыканты. Здесь всегда можно найти вдохновение и почувствовать настоящий дух Буэнос-Айреса. Но у района есть и свои минусы. Из-за того, что Сан-Тельмо туристическая зона, здесь может быть небезопасно, особенно в темное время суток. Плюс дома хоть и красивые, но очень старые, с коммуникациями всегда проблемы, иногда отключается электроэнергия или может не быть воды. Поэтому тоже не стоит выбирать этот район. Так какой же район вообще выбрать? На чем остановиться? Все зависит от ваших приоритетов. Если хочется элитной жизни, выбирайте Пуэрто-Мадейро или Реколетто. Там действительно красиво и хорошо. Если любите атмосферу, искусство и творческий хаос, а еще быть ограбленным ночью, то Сан-Тельмо — это ваш вариант, но все же лучше не надо. Если вам нужны тусовки, модные места, много русских, то езжайте жить в Палермо. Хотите баланса и комфорта, также доступности, то Кабалита и Бальванера – ваши варианты. А если нравится жить в самом центре событий, среди множества туристов, толп туристов, то Монсеррат и Сан-Николас – ваш выбор. Решать только вам. Я могу просто рассказать. Буэнос-Айрес — город контрастов, и у каждого района свое лицо. Главное выбрать тот, который подходит именно вам. Ну а как же найти квартиру для жизни, для долгосрочного съема или какого-то краткосрочного съема? Давайте сейчас расскажу. Если вы планируете переезд, не стоит искать жилье удаленно. Это почти всегда плохая идея. Хотя мы делали именно так. Ну, кому как повезет. Лучше приехать, поселиться на первое время в Airbnb или отеле и уже на месте изучать районы и смотреть квартиры, прочувствовать, где вам жить комфортнее, в Палермо, Реколетто или в более тихих, спокойных местах. Если вам нужно жилье на долгий срок, есть несколько особенностей. Квартиры здесь сдаются только на 3, 6, 9 или 12 месяцев. Это стандартные контракты. Варианты на месяц или 2 месяца за адекватные деньги найти практически невозможно. Тут так не делают и зачем. Лучше живите это время в Airbnb или отеле. Еще прикол местных крохоборов, риэлторов с их комиссией. Она гигантская и она только здесь такая, в Европе я такого не встречал. В стоимость аренды часто включают ежемесячную комиссию агента. То есть к стоимости контракта прибавляется 15-20%. И это не происходит один раз. Если вы заключили контракт на 6 месяцев, прибавьте 15%, а потом перезаключите еще на 6 месяцев и также прибавите 15% за риэлтора. Меня это поразило, я просто жестко офигел с этого, и мы отказались от квартиры с риэлтором. Но расскажу вам лайфхак, который работает не всегда, но попробовать можно. У нас получилось. Находите квартиру на Airbnb и пробуйте договориться с владельцем напрямую, в чате. Сейчас для этого даже не нужно ее арендовывать на сутки или двое. Просто находите кнопочку чата и пишите хозяину. Пишите хозяину и договариваетесь об аренде за кэш и дешевле. Это возможно, потому что владельцы получают деньги через Airbnb по официальному курсу, а он ниже реального. Но тут нет гарантий, не все хозяева соглашаются, на Airbnb бывают не очень хорошие квартиры, поэтому будьте внимательны. И есть важный нюанс. На Airbnb можно платить только зарубежной картой. Если вы зайдете на сайт из России без VPN, аккаунт могут заблокировать. И тогда придется разбираться с поддержкой и много суеты и мороки. Поэтому сразу включайте VPN, заводите зарубежную карту, и Airbnb для вас открыт как чистая книга.
Пишите в комментариях, какой район вам понравился больше всего. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски об Аргентине. А также напишите в комментариях, где бы вы жили и как искали квартиру в Аргентине. Может быть, мне это будет тоже полезно. Чао! Пока!